Приветствую вас на канале Раисы Греченко, дача, сад, огород, цветы. Я сейчас нахожусь у своих любимцев, персиков. Маленькие персики, которые продавались как колоновидные. Нам рекомендовали не обрезать. И получились маленькие вот такие карликовые деревца. Раньше я их обрезала уже перед цветением, как обычно. Когда-то меня учили агрономы в феврале месяце обрезать, но у нас тогда была устоявшаяся погода. Ровно шло сначала зима, потом постепенно шла весна. Ну а сейчас вот эти перепады, и наши деревья цветут раньше. И, естественно, вот эти возвратные заморозки уничтожают все наши труды и труды самого дерева, которые вот эти цветочки готовит к тому, чтобы потом одаривать нас плодами. Но вот было у нас на прошлой неделе -2, -5 ночью, потом снова -2, -1 и 0. Очень холодно, я их закутала. У меня таких 2 деревца, они у меня закутанные сидели. Вот сейчас тепло, уже плюсовая температура, я их раскутала, они цветут. Но я их не обрезаю по-прежнему. В прошлом году впервые не обрезала по цветку, по розовому бутону не обрезала, а в мае месяце уже то, что осталось, вот тогда проводила обрезку. И буду так делать и в этом году. И в прошлом году был очень хороший урожай на маленьком деревце. Ведро хороших отборных персиков красивых было. Вот поэтому я сейчас не провожу обрезку, просматриваю. У нас еще в середине месяца, смотрю прогнозы 0 градусов. Вот что можно будет спасти, будем спасать, закутывать. Вот. Ну вот такая вот ситуация в саду сегодня. Обрезать опасно. Можно остаться совсем без урожая, только с одними листиками. Вот такая тема. Обрезаю я персики или не обрезаю по розовому бутону. Пока не обрезаю. Жду мая месяца, когда уже установится теплая погода, а затем проведу обрезку. Ну, увидим, что останется, какие у нас плоды завяжутся при этих температурах, при этих качелях температурных. И с минусами, и с большими плюсами днем. С вами была Раиса Греченко. Всего вам самого доброго. Пусть цветут сады в ваших душах, в ваших садах. И все это приносит вам радость, мира и добра.